Многие успели посмотреть видео, на котором российский пропагандон Сладков рассказывает о том, что украинцы увели у них, точнее у его команды, дрон «Мавик». Но немногие обратили внимание, кто присутствует на данном видео, кроме Сладкова и оператора дрона. Это тот самый российский нацист Мельчаков. В молодости он резал головы собакам, демонстрируя это на камеры. Позже вступил в ряды нацистских группировок и вот уже 8 лет освобождает Донбасс от украинцев, будучи убежденным нацистом, в чем неоднократно Мельчаков сам признавался на камеру. Я нацист. Я нацист. Я прям говорю, я нацист. Можно руку вскинуть. Это война не за Украину, это война не за газ, не за нефть, не за НАТО. Это война за будущее белой нации, за будущее белой цивилизации, за будущее белой России. В Славянске было двое представителей Чешской Республики, причем один был бывшим нацистом. По крайней мере, он реально был разрисован, у него была татуировка со свастикой во всю грудь. Мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Проводится специальная военная операция по денацификации. Что каждый мужчина заслуживает уважения своими действиями, защищать чужих детей, которые для нас одинаковы, если они с белой кожей, если они рождены на нашей славянской земле. Это нацист! Это нацист! Нацист! Это нацист! Это нацист! Вот такие они, денацификаторы Украины. Андрей Цаплиенко обратил внимание на еще одного нациста и маньяка. Это Игорь Мангушев, который называет себя авантюристом и политтехнологом. Со сцены он произносит речь, держа в руке череп. Как утверждает Мангушев, череп принадлежал защитнику Азовстали. Но наша война, она не просто война с людьми из крови и плоти. Наша война – это война с идеей. Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей. Именно поэтому в этом трагедия украинских солдат, что мы воюем с идеей, поэтому нам насрать, сколько их надо убить и как их надо убить. А мы воюем с идеей, поэтому все носители этой идеи должны быть уничтожены, так же, как вот этот чувачок, бедный Юрик, да, вот он, наверное, тоже хотел не валяться под Азовсталью, но просто выбрал не ту сторону. Как думаешь, он понял, что такое русский мир? Я думаю, да, он понял, что такое русский мир. Вот они, настоящие лица русского мира, путинского мира, той реальности, в которую пытаются силой втянуть украинцев. Мы очень вас просим, поделитесь этим видео со своими друзьями, которые живут в Европе. Максимальное количество людей должно знать, с кем сейчас сражаются защитники Украины. Это зло нужно победить, потому что ему не место в цивилизованном мире. Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Демилитаризации и денацификации. Пенсионеры хвастаются тем, что успели купить билет на концерт к Кобзону за 200 тысяч рублей. Присутствует губернатор, мой приказ один. Все, кто туда убыло, все, кто сюда прибыл. Это приказ, понятно? Мы получили выплаты по 200 тысяч, то есть поддержку хорошо оказывают. 200 тысяч рублей. Достойная поддержка. 200 тысяч справедливо за нашу жизнь. Получаем гуманитарную помощь, то есть все замечательно, хорошо. И более того, до личного состава батальонов довели. Будет нужда у членов их семей, можно смело обращаться к местным властям. Сразу после утраты кормильца, когда ипотеку будет нечем выплачивать. Обращайтесь смело к местным властям. Переселят вас в солдатское общежитие номер 10. Именно поэтому за всеми добровольцами сохраняются их рабочие места. Работа за мной сохранилась, и должность моя также. Я приду также после этого, как говорится. Как говорится, я приду, а компания, в которой я работал, обанкротилась или закрылась. А хозяин, директор, просто взял и уехал за границу. Ничего страшного, буду охранять пустые склады за 15 тысяч рублей. Подавляющее большинство ульяновских добровольцев – люди идейные, устали смотреть на то, что творят на Украине
не готовы мириться с беспределом. Жить в этих сталинских бараках добровольцы готовы. А вот смириться с тем, что кто-то другой получит 200 тысяч, это уже было выше их сил. И практически все получили одобрение своего решения от родных и близких. Никто из моих близких, друзей и родственников отрицательно к моему выбору не относится. Все мои родственники и друзья, они меня понимают, они мой выбор поддерживают. Правда, когда я им сказал, а может кто-то со мной поедет, они такие, не, за 200 тысяч мы под Байрактары не полезем. Мы лучше посидим тут спокойно в тылу, получим за тебя компенсацию. А ты, дружище, ты не затягивай, ты поезжай, мы тебя поддерживаем. С Богом. Алексей Русских встретился со смелыми и решительными земляками, обсудил с командованием учебного центра текущее положение дел. Чтобы все 100% вернулись домой. Вот. Если правильно будете проходить здесь подготовку и внимательно слушать и внимать все, что вам здесь преподают, я уверен, что так и произойдет. Понятное дело. 31-я отдельная десантная бригада ВДВ, которая прошла Афганистан, Чечню, горячие точки. Она ж полегла, потому что невнимательно слушала лекции в аудитории. А вы? Вам сейчас за 10 дней все расскажем, покажем. Вы себе в тетрадку запишите, перед боем достанете, 2 раза прочтете, и с вами будет все в порядке. Берегите себя. Мы все за вас очень волнуемся, болеем, переживаем. Переживает за вас губернатор. Как бы слишком много вас назад не вернулось. А то если слишком много вас живых и здоровых назад вернется, слишком мало он украдет на выплатах и компенсациях. Я, кстати, посмотрел. Губернатор владеет жилой и офисной недвижимостью общей площадью 59 квадратных километров. Это список того, что официально записано на его детей. 7 земельных участков, 4 квартиры, жилая постройка и 7 парковочных мест. Но переживает губернатор за вас, пацаны, за вас переживает. Губернатор Алексей Русских пообщался с ребятами, узнал, как проходит военная подготовка. Особое внимание глава региона уделил условиям, в которых живут ульяновские добровольцы. Ребят обеспечили всем необходимым. Всем необходимым обеспечили этих седых, облысевших ребят. Я-то думал, что это сын губернатора всем необходимым обеспечен. Все-таки 7 земельных участков, 4 квартиры, 7 парковочных мест. Но диктор говорит, это все неправда. Нет. Оказывается, всем необходимым в первую очередь поддержали вот этих ребят. При встрече с парнями еще раз обсудили и меры социальной поддержки, в том числе для их семей. Все возникающие вопросы региональное правительство намерено решать оперативно. Я так понимаю, вдовам по гладильной доске подарят на камеру и разойдутся. Перед отправлением добровольцы проходит важный этап – боевое слаживание. Это заранее подготовленный процесс ускоренного обучения личного состава. Конечная цель подготовки – нарабатывание умений и навыков, необходимых для четкого выполнения команд и задач. В шахматы недельку поиграете, штангу пожмете и все, вернетесь на родину 100%. На боевом слаживании мы обучаемся, инструктора нас обучают всему боевому делу, то есть. Отдать воинский долг, устранить надвигающуюся угрозу, защитить свою семью. Мотив у каждого здесь разный, но объединяет одно – любовь к родине. Да. Такой у всех разный мотив, такой разный. Этому ремонт надо сделать в квартире. Этот белую ладу хочет купить. Этот полгода уже не может найти нормальную работу, а этому нечем платить за ипотеку. Такой разный у всех мотив, такой разный. Сейчас сложный период, и возникла реальная угроза. Эта угроза подобралась к ближним подступам. Коллекторы уже в двери мне стучат.
Говорят, или давай выплачивай проценты банку, или собирай свои манатки и переезжай жить под мост вместе со своей семьей. Вот. И я как бы не стал отказываться от... Ну и я не стал отказываться от помощи братишкам, от любви к родине, вот от этого от всего. Ежемесячная заработная плата контрактников от 220 тысяч рублей в месяц, плюс полный социальный пакет, оплачиваемый проезд к месту прохождения службы. А билет оплачивается только в одну сторону. Знаете почему? Вы уже догадались. Также Ульяновская область предоставляет единовременную выплату при заключении контракта в размере 300 тысяч рублей. Сейчас ребятам как никогда важна наша поддержка, не только материальная, но и моральная. Странно. А зачем это им моральная поддержка? Маловато правды в силе? Или маловато силы в правде?